Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето. И сегодня мы расскажем о том, чем заняться вечером на острове Самет. Наш отель находится в районе пляжа Сайкео. И это самый, пожалуй, оживленный район. Вечером здесь действительно есть чем заняться. Если вы тоже поселитесь в этом районе, вам крупно повезло, потому что это единственный район на острове, где есть 7-Eleven. И что самое интересное, здесь их сразу два, и находятся они прям друг напротив друга. Посмотрите, первый и второй. Одинаковый магазин, одинаковый ассортимент, и почему-то два на острове. Для меня это загадка. Мы вышли из нашего отеля, немножечко прям прошли, и здесь у нас, можно сказать, самая тусовая улица острова, она самая длинная. Здесь вы можете купить фрукты, очень классные шейки, здесь же вам их могут разделать. Мы берем в этой лавке всегда фруктики, очень вкусные, холодные. Также много точек с пляжными принадлежностями, круги, шлепки, циновки. Если что-то забыли дома, ничего страшного, купите здесь. Одежда легкая, шляпы. Также именно здесь есть неплохие массажные салоны. Мы уже ходили. Массаж ног 300 бат. Получается, мы вышли из отеля, прошли буквально 3 минуты и очутились здесь, на самой длинной, самой тусовой улице острова. И здесь действительно есть чем заняться. Много точек с фруктами. Мы часто здесь берем уже разделанные ананасы, драгонфрут, манго, все очень вкусное, холодненькое. Очень часто фруктики лежат уже во льду. Еще здесь вкусные шейки. Здесь достаточно шумно, очень много людей. Много кафешек, рестораны с недорогой едой, а с едой подороже. Большой выбор и тайских, и европейских блюд. Ездят вот такие вот макашницы, доносится аромат курочки-гриль. Мы, кстати, еще не ужинали, и сейчас покажем классный рестик для ужина. Также буду озвучивать цены на острове. Сколько стоит массаж на Самете? Массаж маслами 300 бат за час. Массаж ног 300, тайский 300. На этой улице много барчиков и пляжных магазинов, где вы можете купить пляжную одежду, обувь, шляпы, круги, циновки. Все необходимое для пляжного отдыха. Поэтому, если вы забыли купальник или парео дома, не расстраивайтесь. В Таиланде все купите. Цены на еду в кафе. Есть прям недорогие кафе, где блюда по 80 бат. И это будут хорошие порции, вкусные блюда тайской кухни. Супчики, смотрите, прям все по 80. Европейская еда, вот картошка фри, наггетсы по 100, крылышки 60, салаты зеленый папайи 80, вот курочка 80. Быстренько еще пролистаю, можете посмотреть. Кокос 60. И посмотрите, как выглядит кафе. Здесь получается несколько кафе под одной крышей. Смотрите меню, выбираете блюдо, которое вам нравится, подходит по ценнику, садитесь и наслаждайтесь. О, как говорится, не сыпь мне соль на рану. Заранее извиняюсь сейчас за кадр, который максимально аппетитный и вызывает прям тоску по Таиланду. Hello. Это блинчики с бананом из теста ротти. Еще их поливают нутеллой. Такие вот они красивые, стоят 60 бат. Знаменитое тайское лакомство. Они такие пышные получаются. А есть еще такие блинчики. Они по суше, как вафелька. Тоже с различными начинками. Можете здесь попробовать. Одел все на палочке. 15 бат за грибы в беконе. Вам же все это дело здесь пожарят. Вот, посмотрите. С этой стороны у нас еда, а слева бары. Что хочу сказать, здесь очень классные бары. Не хуже, чем на Самуи, на Пангане, в лучших традициях островного Таиланда. Увешаны гирляндами, много там всякой всячины, красивых островных штук. Соломенная крыша. Посмотрите, прям так и тянет зайти, выпить коктейльчик. Причем они такие уже стильные. Это не просто какой-то сарайчик. Это уже прям настоящий классный бар. Девчонки зазывают вас туда. Все светится, мигает. Может быть, после ужина куда-нибудь мы с вами и зайдем. Давайте посмотрим, чем занимаются местные. В субботу вечером играют
волейбол. Hello. Вот, прям возле полицейской станции у них здесь сетка. И они занимаются активным видом спорта. Мы с ребятами, кстати, с Рати тоже играем. И я сейчас вспомнила о них и думаю, было бы классно сейчас с ними здесь потусить. Также на нашем пляже есть аптека, весьма неплохая. Саша уже туда обращался за помощью. Нам продали хорошие лекарства, так что имейте в виду, аптеки на острове тоже есть. Давайте зайдем в этот магазин. Здесь продается всякая всячина, много всего интересного. Вы часто просите показать, что можно необычного привезти из Таиланда. Пойдем посмотрим. Так, заходим внутрь. Хорошо, прохладно, работает кондиционер. Всякая пляжная одежда, украшения. Посмотрите, вот такие браслетики по 290 бат с ракушками. Вот здесь вы можете найти что-то эксклюзивное, необычное, подобрать, так сказать, сувенир с характером. Вот эти вот палочки для волос. Я купила, пользоваться не поняла как. Лежит. Всякие камни. Посмотрите, какие колечки. Лавка чудес. Вот со стороны смотришь и думаешь, ой-ой-ой, какое все красивое. Вот такие наборы. Приятно получить такой наборчик из Таиланда. Получается, это аромапалочки, подставка для них и свечка. Все это красивенько упаковано. Вот такие наборы свечей. Наборы побольше. Я когда училась в университете, мы ездили в Москву на международную выставку по туризму, и там нужно было отстоять очередь к какому-то павильону отеля или какого-то экскурсионного агентства, и вам за то, что вы даете свою визитку, дают какой-то подарочек. И я помню, нам вот такие вот тоже давали, и я ее не распаковывала, наверное, лет 5. Там была плюмерия, свечка в форме плюмерии. Она вся уже запылилась. Мне казалось, что вот эта вот упаковка скоро развалится вся. Но я так мечтала поехать в Таиланд и побывать там, и желательно жить, что я прям ее уберегла, как зеницу ока. Вот так. Так что такая штука у меня тоже есть. И уже давно. Посмотрите, какие красивые шкатулочки из битого стекла продаются здесь. Вот можете на память что-то себе прикупить. Я знаю, вот это все любят. Это, как это называется, подставка под бутылку с пивом. В Таиланде они практически везде в барах. Можете тоже купить. Будет вам напоминать о чудесном отдыхе в стране улыбок. Уже который год Саша уговаривает меня купить такие штаны. Только он говорит, надо со слонами брать. А я все никак не созрею. Он говорит, бери крутые штаны. Он мне постоянно накидывает какие-то. Причем себе не берет. А мне, говорит, бери хорошие штаны. Мы пришли в кафе и уже сделали заказ. Не смогли определиться, что взять, курицу или рыбу. Взяли и курицу, и рыбу. Посмотрим, как здесь готовят. Недорогая кафешка, много людей. И что-то мне подсказывает, что здесь будет вкусно. Если так, то порекомендуем это место. Ой-ой-ой, кому-то пиво принесли. Даже не представляю. Наверное, заказ перепутали. Что хочу сказать. Как вообще происходит ваш день на острове Самет? Релаксационно. Вот если вы хотите по-настоящему отдохнуть, то вам сюда и желательно на этот пляж в этом районе, потому что здесь есть все необходимое. Мы живем здесь уже 8 дней, и за это время брали байк, катались по другим районам, смотрели что, где, как вечером. У нас действительно самый тусовый, самый веселый район. В следующий раз, когда поедем, я думаю, мы поселимся здесь же, потому что все необходимое есть. Как проходит ваш день на острове Самет? Если по часам. Вы просыпаетесь часов в 9, идете на завтрак. Завтракаете часа 2 на подушках, в кафешках. И там же на пляже купаетесь, зависаете часов до 2, до 3. Потом идете на массаж на часок. После массажа купаетесь, любуетесь закатом. Идете в номер, принимаете душ, переодеваетесь, идете гулять. На ужин там посидели, кокос попили, прогулялись по берегу вечером, фаер-шоу, кстати, очень красиво. И все, день прошел, начинается следующий по такому же расписанию. И что хочу сказать. Такое расписание действительно помогает отдохнуть. Я в кои-то веке нашла время, чтобы книжечку почитать, чтобы поделать свои какие-то дела, до которых все время руки не доходили там.
потянуться, послушать пение птиц, просто посидеть, расслабиться. На острове не так много развлечений, но много природы. И когда ты находишься постоянно в природе, ты расслабляешься. Вот хочешь, не хочешь. Купаешься в море, морская вода вытягивает стресс. Сидишь под деревом, дерево тоже благотворно на тебя влияет. И ты уже в 9 часов хочешь реально спать. Если в Паттайе ты там до 2 ночи, 9 часов это начало дня, ты только идешь тусить, то здесь нет. В 9 вечера ты уже такой, ой, пойду-ка я в Кемарию. Принесли нашу еду, давайте попробуем, что у нас здесь. Обожаю эту курицу. Такая только в Таиланде. Я не знаю, как они ее жарят, в каком маринаде точнее, потому что она такая вкусненькая. Будете в Таиланде, обязательно попробуйте. Она еще подается с вот этим сладким чили соусом. Такая вкусная, такая нежная, с дымком. У меня сейчас в голове только один вопрос. Почему мы заказали только одну? Надо было брать 2. Но она слишком вкусная, чтобы быть одной на 2. Вообще, что интересно, на этом острове мало русскоговорящих. Европейцев больше. Я не знаю, было ли так всегда, но мне почему-то кажется, раньше наших соотечественников здесь было больше, когда вот мы приезжали. Сейчас я не знаю, то ли дороговато стало, может быть, мы давно не приезжали, не рекламировали, не снимали. Но имейте в виду, ребята, от души рекомендуем этот остров, если будете отдыхать в Паттайе. Вот эти кривые вилки, да, это атмосфера. Когда ты первый раз приезжаешь в Таиланд, думаешь, что это? А потом уже тебе дают обычную, и ты такой, нет, дайте кривую, вот такую. И, конечно же, в эту поездку мы просто не могли не поесть рыбу в соли. 300 бат она стоит в этом кафе. Посмотрите, какая красивая. Соусом. Соус островатый, поэтому аккуратнее. Тесто идеально... Ой, какое тесто! Мясо идеально по соли. Когда эта рыба свежая, мясо берет в себя столько соли, сколько нужно. Идеально. Несмотря на то, что здесь прям корка соли. Если она будет лежать сутки, то завтра она уже будет вообще пересоленая и сухая. Поэтому она должна быть прям сегодняшней. Если вы тоже любите отдыхать в Таиланде, были здесь, напишите в комментариях, какая местная еда вам понравилась больше всего и не отпускает. Почему из еды вы скучаете? И обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, потому что мы стараемся для вас. Мне кажется, мы уже были на всех островах Таиланда. И вот скажу честно, если вы приезжаете отдыхать в Паттайю, нет особого смысла лететь на Самуи, на Панган, потому что, во-первых, это дорого. Перелеты туда дорогие. Только Бангкок Airlines туда летает. Во-вторых, далеко. То есть целый день туда добираешься. А по сути то же самое. Та же природа, тот же песок чистый, красивый, та же водичка классная, прозрачная, много пляжей. Так еще и здесь, как мне кажется, даже дешевле жить и питаться. Единственное, туда можно ехать ради тусовок, на Full Moon Party, например, на Новый год там классная вечеринка на пляже, или каких-то центров йоги. А вот так, ради пляжного отдыха, ну не знаю, я считаю, смысла нет. На Самете есть красивые рестораны на берегу моря с живой музыкой, с фаер-шоу. И там ценник на ужин, вот у нас выходило минимум 1300 бат за 2. А есть обычные кафешки типа вот этого места, где, кстати, очень вкусно. И сейчас Саша сказал, что повкуснее, чем в некоторых дорогих ресторанах Капанкам. И наш сегодняшний ужин, вот все, что мы заказали, вышло всего лишь на 500 бат. Давайте прогуляемся еще по одной улочке, которая ведет прямо к пляжу. Кстати, сейчас покажу, какая классная атмосфера на пляже здесь вечером. А вы пока посмотрите, что из товаров здесь есть. Уже который день глаз у меня смотрит на мороженое. Но так как я стараюсь есть поменьше сладкого, этот вопрос все время откладывается. Но сегодня мы еще к нему вернемся, потому что сегодня очень жарко. Мы выходим в прекрасное место. Мне очень нравится атмосфера на островах в Таиланде. Почему-то в городах такого нет. Я не знаю, почему, допустим, в Паттайе не поставят столики прямо на пляже, на песке. Ведь днем здесь также лежаки, а вечером ресторан под открытым небом. Погода чудесная.
Такие звезды красивые, луна, шум прибоя. Жалко, камера всего этого не передает, но особое удовольствие ужинать именно здесь. Много кафешек с мягкими подушками, и вы можете, допустим, поужинать там, где недорого и вкусно, потом прийти сюда, пить кокосы, есть бананы, чунга-чанга, и отдыхать на подушках, болтать. Если вы, допустим, не хотите 8 часов идти спать, рано вам, тут у нас баттл «Звездных войн», то можете прийти сюда и отдыхать. Вот, хочу показать вам эти подушки. Вообще цель этого видео не информационная, нет, атмосферная. Я очень хочу передать вам классную атмосферу островного отдыха в Таиланде, чтобы вы сейчас это прочувствовали, и чтобы вы, смотря это видео, как-то согревались, вспоминали свои поездки, готовились к новым, что-то планировали, и обязательно включили этот остров в свой список для посещения. Это моя задача номер один. Я надеюсь, что я с ней справляюсь. Пойдемте, смелее. Что же вы там встали, как не родные? Вот, посмотрите, играет классная музыка, в данный момент Limp Bizkit. Просто ходите, смотрите, какой ресторанчик вам больше нравится, какая музыка вам ближе. Но здесь цены уже прям заметно выше, но оно тоже того стоит. Посидеть на берегу, ногами в песке, это интересное ощущение. Вот, просто, вы посмотрите, какой у нас пляж, да, красивый. Повсюду лампочки, используют теплый свет. Атмосфера такая приятная, хочется радоваться, расслабляться. И за счет того, что в вечернее время сильный отлив, у нас широкая прогулочная улица из песка, так сказать. Можно разуться по такому мягкому песочку, да в шлепках. Ой, как-то это неправильно. Вот, и ножками гулять вдвоем. А еще лучше в какой-нибудь льняной одежде, в платье, которое развивается. Кто-то, кстати, купается. Но я не рекомендую купаться после захода солнца. Почему? Потому что, как говорят, рыбы днем спят, а ночью охотятся, и они могут вас цапнуть. Меня тут рыба укусила на днях, я была в шоке. А это не просто был укус, она засунула мой палец себе в рот, она как-то на меня наплыла ртом, и я могла вот так ее достать, прям с ее ртом. Но я испугалась, такая, что такое? Это было не больно, это было неожиданно. Так что по ночам мы... Ладно, совру, если скажу, что мы не купаемся. Было у нас несколько раз на острове Самуи, мы с Сашей купались. Но тогда вода была спокойная, прозрачная, луна светила. Мы прям все видели, что происходит. Вот, там лодки рыбачат на кальмара. Тоже можете посмотреть. Кто-то, кстати, приезжает на этот остров с коляской, с маленькими детьми. Вот видите, сейчас на коляске спокойно здесь возят. И вот такая картина на протяжении нескольких километров. Просто гуляйте в одну сторону, пока из одного конца дойдете в другой, у вас уже ваш ужин переварится. Особенно, если он был легкий, из морепродуктов, например. Сейчас мы плавно приближаемся к фаер-шоу, которое проходит в одном из наших любимых заведений. Фаер-шоу на островах – это отдельный вид удовольствия. Я считаю, что в Таиланде самые лучшие фаерщики. Все новые фишки в области фаер-шоу, которые появляются в мире, мне кажется, они рождаются на островах Таиланда. Эти ребята виртуозно владеют всеми этими огненными штуками. Посмотрите, какая просто пирамида огненная. И, конечно, это привлекает туристов. Очень много людей снимает на телефон. И что классно, иногда вам предлагают поучаствовать в этих шоу. Крутят у вас над головой фаеры. Вокруг тела крутят. Могут даже предложить вам покрутить. Мы пробовали, это, кстати, очень эффектно. Моя любимая часть фаер-шоу. Я называю это огненный фейерверк. Ну, согласитесь, эффектно. Просто огненные брызги в разные стороны. Мурашки по коже, хотя видела это уже много раз.
Наша благодарность за шоу вы можете кинуть в их коробку чаевые. И давайте покажу вам цены на еду в кафе на пляже. То, что вот в том кафе, где мы были, 80, здесь 100, 120, 150 за пасту. Большой выбор европейской еды. Вот смотрите, мясо с картошкой 350. На завтраки можно сюда приходить. Блинчики с бананом 150 бат. Вафельки. Пицца есть 300-400 бат. И очень вкусное блюдо, рекомендую всем попробовать, когда будете в Таиланде. Манго стики райс. Это десерт. Очень вкусный сладкий рис с манго. Переместились в другую часть пляжа. Здесь уже нет громкой музыки. Хорошее место для встреч, где нужно что-то обсудить. Никакого шума, гамма, тихо, спокойно, но также красиво в окружении деревьев и гирлянд. Мне очень нравятся вот эти фонари-медузы. Днем это смотрится так невзрачно, но с приходом темноты все это включается и создается атмосфера настоящего праздника. Я помню еще, когда мы первый раз сюда приезжали, вот эти медузы мне запомнились. И в этот раз приехав, знаете, как воспоминание разблокировано. Вот она! Видите, какие они красивые. Немножечко фантазии, и все, заведение заиграло новыми красками. Чилл-зона. Вот такие подушки по всему пляжу. Днем лежаки, вечером подушки. И классно на них отдыхать, слушать море или то, что рассказывает вам ваша вторая половинка. Если вы хотите быть счастливыми, то всегда внимательно слушайте, что она говорит. Она всегда дело говорит, да, девчонки? Кстати, наш пляж огромный, и он разделен на две части. И разделяется камнями с русалкой. Там памятник русалки. Увидите, поймете, о чем я говорю. И мы сейчас пришли на другую сторону, чтобы показать вам, как выглядит этот пляж здесь. Также много кафе и ресторанов, но если у нас там прям движ, музыка и фаер-шоу, то здесь поспокойнее. Очень такая уединенная, островная атмосфера, чем-то напоминает Коh Lan. Вот ради чего мы сюда пришли, показать вам этот ресторанчик на берегу моря. И его отличительная черта в том, что деревья украшены фонарями в форме звезд. Посмотрите, как это необычно, красиво, душевно. Невозможно его не запомнить. Мы сидели в этом ресторанчике еще когда самый первый раз сюда приезжали и думали, ой, хоть бы эти звезды никуда не делись. И приехали, когда сейчас гуляли, и такие, ой, наш рестик на месте. Может быть, завтра поужинаем здесь. Такая волшебная атмосфера. Еще одно классное место, которое мы хотим вам показать, называется Грика Бар. Здесь вы можете что-то выпить, играет классная музыка, а еще можете поиграть в бильярд. Яркая, красивая вывеска, неоновая. Коктейли 80 бат. А еще здесь есть ведра с алкоголем за 250 бат, как на острове Панган, на Full Moon Party. Вам большое ведро мешают всякие напитки, и получается алкогольный большой коктейль. Это мы пришли прям в конец, получается, нашего пляжа, показать, что творится у нас здесь. Здесь, кстати, тусовенько. Еще один классный барчик. Мы показываем вам бары, потому что это важная часть ночной жизни острова, чтобы вы имели представление, что здесь происходит. Бар – это своего рода пляжный ночной клуб. И здесь также сейчас началось фаер-шоу под зажигательные композиции группы «Скутер». Кстати, мне нравится эта группа. Если тоже любите «Скутера», ставьте лайк. У меня ощущение, будто я на Пангане. А в этой части пляжа прям такие тусовые бары, напоминающие уже больше ночной клуб. Клуб-бар. Здесь много людей. О, красиво, да, горящие факелы в песке? Вот, ребятки, смотрите, что будет вас ждать, когда вы приедете на отдых на замечательный остров Самет. Вы отдохнете душой, телом, загорите, наплавайте, сделайте классные фотографии, получите максимум эмоций и впечатлений от тайского отдыха и недорого, что самое приятное. Еще одно красивое место.
которая так и просится к нам в кадр. А мы всегда за показать красивые места. На этом острове какие-то нововведения. И поиграть в бильярд стоит 80 бат за час. В принципе, немного, но и не бесплатно. На Кой-Чанге мы играли просто за выпивку. Здесь тоже взяли напитки, оплатили наш стол. И сейчас вы увидите, как я буду побеждать. Побежду. Ладно, прежде чем начать наш турнир, я должна сделать надпись магическую, она мне поможет. Здесь есть вот такие краски. Я ими научилась пользоваться еще на Пангане. Главное найти живую кисточку. Какой цвет вам нравится? Оранжевый, зеленый, розовый? Какой? Давайте розовый, да? Нет розовой краски. Давайте зеленый. Сейчас что-нибудь нарисую вам. Пойдем. Можно оставить свой автограф. Я сейчас оставлю, а вы, когда сюда приедете, попробуйте его найти. Он будет здесь, в уголочке. Вот так. Вечное лето. Вот. Это наш знак. Вот, если будете здесь, найдите нас и пришлите фотку. Еще здесь появилась вот такая надпись. Вечное лето. Теперь точно не пропустите. Будем ждать ваши фотки или видео с этого места. Бесплатный урок, как правильно играть в бильярд. Вы же понимаете, да, раз он бесплатный, то соответствующие знания будут. И ничего, если вы устали от рабочих серых будней и хотите попробовать пожить островной жизнью, то приезжайте на Самет. Я думаю, это то, что вам нужно. Если сегодняшний выпуск вам понравился, если он хотя бы чуточку поднял вам настроение, то поставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал, пишите добрые комментарии, заходите в нашу группу ВКонтакте, в наш Телеграм. Увидимся в следующих выпусках. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока.